Значит так, новость. Ух, какие новости! Возможно, я не тем занимаюсь. Забавная, в то же время беспрецедентная новость о блогерше, инфлюенсерше Снэпчата Кэтрин Маджори, которая заработала $100 000 за одну неделю за общение со своим ИИ-клоном. Сейчас объясню. Эта мадам, блогерша, имеет на Снэпчате около 2 миллионов подписчиков, которые в большинстве мужчины. Так вот, из-за сильного желания и недостаточного времени отвечать всем подписчикам, она создала своего клона, загрузив туда свой голос и свои фотографии, чтобы нейросеть изучила и копировала ее манеру общения. Так вот, за минуту такого общения девушка берет денежки $1. Но фанатам этого оказалось мало, и они проводили часы, общаясь с этой девушкой, а некоторые даже доплачивали за общение более интимного характера. В общем, за первую неделю девушка заработала около $100 000. А сейчас в интернете ходят слухи, что сумма уже дошла до $5 миллионов. Хотя девушка всего лишь загрузила свой голос в нейросетку Forever Voices и подключила чат GPT к чату. How did you become so popular on Snapchat? Well, it's been a lot of hard work and dedication. I'm passionate about fashion, fitness, and wellness, and I love sharing my experiences with my followers. I try to be as real and authentic as possible. Я, конечно, ни на что не намекаю, но можете взять эту идейку за вооружение. Следующее. В ТикТоке завирусилось видео, как один блогер снял свой дворик, неотремонтированный дворик, и нейросеточка ему сделала дизайн его дворика бесплатно, всего за несколько секунд. Услуга, за которую, между прочим, дизайнеры берут от $200 до $500 в зависимости от вашей страны. А я, между прочим, о таких нейросетках говорила. Половину юзеров в комментариях хвалили AI, говорили, что все, теперь дизайнеры нам точно не нужны. Вторая половина была шокирована за будущее дизайнеров, ведь нейросеть за несколько секунд с дворика сделала конфетку бесплатно. Но позже на связь вышел разработчик этой нейронки, называется Room GPT, эта нейроночка, и объяснил всем, что нет, она не заменит дизайнеров, это всего лишь инструмент, который будет упрощать им работу. Что скажете вы? Мое личное мнение, что дизайнеров она вряд ли может заменить, потому что дизайнер нужен не только для выполнения дизайна, он также нужен, чтобы сопровождать тебя во время дизайна, подсказывать, где тебе брать эти материалы, искать эти материалы. В общем, так скажет, упрощает тебе весь процесс. А картиночки, в принципе, можно и в Пинтересте подсмотреть. Третье. IT-гиганты блокируют чат GPT. Чего следовало ожидать? Такие компании, как Apple, Facebook, банки Goldman Sachs и так далее, запрещают своим работникам использовать чат GPT и вообще нейросети. Помимо того, что чат GPT сливает коммерческие тайны, как это было у Samsung, чат-бот еще может, оказывается, подслушивать ваши разговоры. А эту функцию отключить нельзя. Прям как WhatsApp и все другие, в принципе, социальные сети. OpenAI ссылался на то, что это помогает ему обучаться, но все мы знаем, да? Данные денежек стоят. Поэтому на всякий случай я еще раз повторяю, что супер важной информацией делиться с чатом GPT я не советую. Еще одна очень радостная новость. Photoshop открывает бета-версию, в которую внедряет нейросеть. Теперь нейросетка в Photoshop может за минуты удалять, добавлять, менять, внедрять новые элементы по всего лишь простому промпту, а не часами работы, выглаживания, вырисовывания каждой детальки или поиска этих элементов. В интернете хорошие отзывы от самих даже дизайнеров, которые восхваляются и говорят, что она это делает достаточно хорошо и качественно, а не как другие нейронки, которые, в принципе, мы тестили с вами. Поэтому, если это еще ваша профессия, если вы не знали, идите скачивайте. Я оставлю ссылочку в описании, увидела на Дзене, как ее устанавливать. Ребяточки, давайте не забудем поставить лайк этому видео. Раньше никогда это не делала, но в последнее время мы немножечко страдаем, ребята. А у меня так много планов, поэтому нам нужно поскорее поднимать эти алгоритмы, которые в последнее время идут против нас. Но пока алгоритмы идут, VR-гарнитура дополнительной реальности на ходу. Вчера прошло большое выступление Apple, WWDC 23, кстати, которому исполнилось 15 лет. Помимо новаторских продуктов и их очередных обновлений, основным акцентом было именно на пространстве
пространственное вычисление, передовое оборудование и погружающие впечатления, да, AR. И главная тема мероприятия стала именно представление Apple Vision Pro, которым можно будет управлять с помощью зрения, с помощью голоса. Плюс дисплей будет оснащен микро-OLED дисплеем, что круче, чем 4К телевизор. Выйдет он в 2024 году и стоит будет такое удовольствие всего лишь $3400. От $3400. И, по-моему, метавселенная теперь станут намного ближе, чем это казалось после провала меты. Поэтому всем создателям метавселенных, всем создателям, любителям этого, я думаю, что это будет намного ближе. Не было ни одного слова про ChatGPT, про AI-инструменты, что они их будут внедрять, что они будут с ними партнериться. Нет, разочарование. Единственное, о чем они говорили, это именно о машинном обучении, которое было использовано при создании Apple Vision Pro. Ну, в общем, они пиарят Apple Vision Pro, и про другое они хотят говорить. Зато акции Unity выросли на больше, чем 26% за ночь, потому что они объявили о партнерстве с Unity. И все игры на Unity будут перенесены как раз вот это Apple Vision Pro. Поэтому любителям игр, я думаю, что это будет очень-очень сильно круто. Я сама уже хочу купить. Кстати, согласно NewGuard, сейчас 50 новых веб-сайтов сделаны искусственным интеллектом. А это означает, что ИИ уже может создавать целые новостные организации. И это вызывает очень большое беспокойство о ложной информации, потому что если все эти сайты начнут действительно генерировать новости, что они уже делают, то нас ждет очень много неправдивой информации. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. На этом канале я буду высвечивать проверенную информацию. Еще одна маленькая новость для вас, если вы вдруг не знали. Она, конечно, не супер новая, что ChatGPT уже запускается в Apple Store, поэтому заходите в ваш Apple Store, смотрите ChatGPT. В Украине уже появился ChatGPT в Apple Store, поэтому скачивайте. В Индии, кстати, за 6 дней было больше 500 000 скачиваний, что был рекорд. И если в вашем Apple Store нет этого приложения, мы всегда можем поменять страну и загрузить приложение просто с другой стороны. Еще одна очень интересная вещь, которую я хочу с вами поделиться, чтобы вы осознали свою крутость. А именно, проводились исследования в Америке по тому, насколько сейчас популяризация вот этого чата GPT, OpenAI, вообще всех искусственных инструментов. И всего лишь 14% американцев использовало хотя бы раз чат GPT. 59% слышали, но не использовали. И теперь только представьте, насколько вы крутые, что вы уже сейчас смотрите, изучаете искусственный интеллект, насколько вы впереди большей половины этого населения. Поэтому гордитесь собой. Если вы не подписались, подписывайтесь, и мы будем всегда впереди изучать, потому что в следующие 3 месяца я очень рекомендую изучать все возможные и инструменты, благодаря которым ты будешь в 4-5 раз быстрее и продуктивнее своих коллег. А в течение года я очень советую, чтобы вы изучили эту тему более близко. Не стоит сейчас думать, что эти технологии пройдут мимо. Нет. Под видео я сейчас оставлю ссылочку на очень интересное видео от, можно сказать, крестного отца ИИ. Посмотрите это видео, послушайте его мнение. Самое время быстро изучать ИИ. И как раз к вот этому Microsoft запускает бесплатный курс AI for Beginners по машинному обучению ИИ. Это будут более сложные, конечно, вещи, но они говорят, что там не нужно никакого опыта. То есть, если вы не технарь, у вас нет никаких абсолютно знаний о технике, вы тоже можете его пройти. Будет курс 12 недель, 24 урока, разработанный сторонниками Microsoft Azure. Поэтому ссылочку оставлю в описании. Проходите, изучайте, что будет в курсе. Будет введение в концепции ИИ, то есть курс познакомит учащихся с различными концепциями ИИ, включая классические подходы, машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети, да. Понимание приложений ИИ будет. Там будут мини-проекты, то есть курс предоставит учащимся возможность продемонстрировать ИИ в действии с помощью мини-проектов. Предварительной подготовки не требуется, поэтому заходите, если интересно, изучайте. Браузер Opera ранее был очень популярным, сейчас хочет возвратить к себе эту популярность. Планирует внедрить ChatGPT и чат Sonic прямо в браузер. Что это означает? Чаты будут внедрены прямо в браузер в панелях, как в Bing. Будет всегда под вашей рукой, и у вас будет доступ к безграничным возможностям этих двух чатов. Чат Sonic, мы знаем, он хорошо справляется с написанием статей, то есть там нужно будет просто выбирать, какого рода статью, тему, пост вы хотите написать, он будет для этого писать, ну а чат GPT уже использовать как только хотите. Кстати, помните, я рассказывала о последних плагинах чата GPT, о плагине Chess, шахматы. Так вот, один стартап Particular разрабатывает такую доску, которая будет со световыми индикаторами. Будет, конечно, это продаваться за $295, но если вы увлекаетесь шахматами, это будет круто, потому что там можно будет надиктовывать ваши ходы.
Еще одна новость, а именно Google запускает свой AI-браузер, который, по слухам, говорят, что превосходит ChatGPT. Если вам интересно обзор гугловский AI-чик, ставьте лайки, комментарии, пишите «Хочу обзор на Google AI», я сниму обзор. И вообще напишите под комментариями, какого рода видео вы хотите видеть на канале, потому что мне кажется, что с этими технологиями я просто уже не успеваю. А я сейчас покажу вам вид с Китая. Сегодня хорошее солнышко. И на этом мы с вами закончим наше видео. Вот такой вот Пекин на самом деле. Ну все, всем покедова, пока!